Юбилейный день космонавтики Россия отметила массовыми торжествами от Москвы до Дальнего Востока. Самой масштабной стала акция «Подними голову», которую совместно организовали Роскосмос и ВГТРК. В небо взмыли 108 тысяч воздушных шаров, по 1000 на каждую минуту, проведенную Юрием Гагариным в космосе. 3000 из них были запущены в Екатеринбурге, который в числе первых принял праздничную эстафету. Чтобы поучаствовать в акции, в центре города собрались сотни школьников и студентов. В Новосибирске, который тоже участвовал в акции, установили инсталляцию «Гагаринский старт». Такие ракеты с символической красной кнопкой были выставлены в городах-миллионниках, и нажать на старт могли все желающие. А в Самаре прошел флешмоб. Горожане выстроились на центральной площади, составив гигантские слова «Россия и космос», а также дату 2016. Ну и основной праздник был сегодня под саратовским Энгельсом. Там 55 лет назад приземлился Гагарин. Прямо на месте посадки развернули музей космонавтики и концертную площадку, откуда на прямую связь с горожанами вышел экипаж МКС. Здесь же свое мастерство показали летчики пилотажной группы «Русь», которые вычертили в небе несколько сложных фигур. А сейчас уже Рязанская область. На снегу замерзшего озера двое инженеров-геодезистов вытоптали гигантский портрет космонавта номер 1. Они уверены, что изображение можно было разглядеть из космоса. За 55 лет наша страна запустила в космос почти 3500 ракет, больше, чем любое другое государство. СССР стал пионером в строительстве орбитальных станций, а сегодня Россия единственный из участников проекта МКС, который занимается ее достройкой. О том, как достигались космические успехи. Дмитрий Кайстра. Пульт, видите, да, вверху черная такая секция. Это логический замок, потому что никто из землян не понимал, Юра взлетит в воздух, Гагарин, останется он в сознании или нет. Может быть, человек сойдет с ума, никто не знал на Земле. Но откладывать запуск было нельзя. Старт астронавта Шепарда сообщили из диписточников намечен на конец апреля. Мы сегодня в точности не знаем, что именно испытал Гагарин за минуты до неизвестности. В ракете весом 287 тонн. В капсуле корабля, автономность которого была рассчитана только на 13 суток. У Гагарина, по-моему, никаких ощущений не было. Абсолютное полное отсутствие нервов. У него по медицинским, как говорится, этим показаниям приборов было 64. И давление в норме, и все в норме. А ведь вероятность благополучного возвращения Гагарина была меньше 40%. Из 7 предварительных стартов кораблей «Восток» успешными были лишь 3, а на Землю и вовсе вернулись только 2. Больше 20 нештатных ситуаций перед историческим стартом, в том числе и негерметично завинченный люк. Неполадку устраняют за мгновение до полета, а потом начинается уже легенда. Гагарина пристегнули и говорит: Юра, мы закрываем люк. Там идет музыка, значит, каждый из нас 3 раза по гермошлему ему постучал. У него на левой руке зеркало, и он каждому, так сказать, рукой махал. Желаю вам доброго полета! Поехали! За 9 месяцев до легендарного полета отборная шестерка летчиков встретилась с Королевым. Он показал первый космический корабль. «Разрешите?» – сделал шаг вперед Юрий Гагарин, снял ботинки и в носках поднялся по стремянке к люку. Сергей Павлович подтолкнул локтем своего заместителя. Этот, пожалуй, и полетит первым. Почему приходится обувь снимать? Это традиция, которая пошла от Юрия Алексеевича Гагарина. Елена Серова – 4-я женщина, преодолевшая земную гравитацию в рамках отечественного космического проекта. Она представляет уже новое поколение российских космонавтов. Как разбитая войной страна через 16 лет после изнурительных боев смогла вот уж действительно достичь таких высот и сегодня выглядит чудом. В 63-м на орбите уже первая женщина Валентина Терешкова. Когда ракета пошла и сбросился головной обтекатель, и можно было уже видеть в иллюминаторе, я крикнула: «Эй, небо, сними шляпу, я к тебе иду». Через 2 года Алексей Леонов первым в мире выходит в открытый космос. Человек вышел в космическое пространство. Новая победа в 69-м. Первая стыковка 2 космических союзов. Добро пожаловать, Байкал! Добро пожаловать! Еще через год первый земной планетоход «Луноход-1» преодолевает первые метры поверхности нашего спутника. 103-й. Луноход движется.
А в ноябре 88-го оглушительный триумф. 205 минут полета корабля «Буран». Впервые в мире советский шаттл приземлился в автоматическом режиме. За космических полвека Россия запустила почти 3500 ракетоносителей. В 2 раза больше, чем ближайший конкурент США. Только на борту советских орбитальных космических станций, пионером созданий которых тоже выступила наша страна, космонавты провели в общей сложности более 5600 суток. Единственная из 15 стран-участников МКС «Только Россия» сегодня занимается достройкой и расширением орбитальной станции. Российская космическая отрасль сегодня одна из самых мощных в мире. Наша страна безоговорочно лидирует в пилотируемой космонавтике и в запусках на орбиту. Держит паритет США в области космической навигации. В 2014-м новый успех. Первый запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара». Главной площадкой для «Ангары» станет первый национальный космодром гражданского назначения «Восточный», что достраивается сейчас в Амурской области. «Восточный» позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Дебютный старт с «Восточного» уже совсем скоро. Дмитрий Каестро, Максим Шипилов, Олег Дубинин. Вести.